Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео у нас обзор на пластины для стемпинга с магазина Aproteга на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Все пластины на подложках изначально приходят с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Первая пластина GR92. Тут представлены глаза, закрытые, открытые, радостные, грустные, злые, сердитые. В общем, для любого настроения. Все пластины в данном обзоре с хорошей гравировкой. Первый рисунок отпечатываю на матовый топ, чтобы вы видели то, что на типсе нет никакого липкого слоя. Ну и вот так выглядит еще несколько отпечатанных рисунков с незначительными добавлениями. Следующая пластина GR125. Тут представлены различные кляксы и несколько надписей в стиле граффити. Шрифт у надписей трудно читаемый, но, на мой взгляд, это еще больше вызывает интерес, так как хочется прям вот рассмотреть и все-таки вникнуть, что ж там написано. Надписи стильно смотрятся, ну а кляксами и разводами всегда при желании можно дополнить дизайн. Следующая пластина GR129. Гравировка на этой пластине мне напомнила орнаменты в раскрасках антистресс. Тонкие линии, мельчайшие точечки, закорючки, все отлично отпечатывается. Также на пластине представлено несколько рисунков для лунного дизайна. Ну и вот такие вот варианты у меня получились на скорую руку. На пластине GR140 это больше представлена зимняя тема, новогодние шарики, елочные игрушки, циферблат часов, очень интересная хвойная такая веточка, олени, морозные узоры. В общем, в принципе, все стандартно. На этой пластине представлено 11 композиций на весь ноготок. Единственное, имейте в виду то, что эти композиции разместятся только на коротких ноготках. При желании некоторые из них можно растянуть, либо дополнить. Ну вот что у меня из этого получилось. Очередная пластина GR144, и чего тут только нет. Бургер, картошка фри, надписи, ломтик пиццы. В общем, вполне самодостаточная пластина. При помощи нее можно на всех ноготках сделать такой веселенький дизайн, и при этом рисунки будут разные. На этой пластине все хочется раскрасить в технике реверсивный стемпинг или же просто сделать какой-то цветной стемпинг. В общем, данная пластина это вот рассчитана именно для каких-то таких вот ярких, сочных дизайнов. Следующая пластина GR157. Тут представлена больше кружевная тема. На этой пластине 5 готовых вариантов для коротких ноготков, и также есть 2 варианта для более длинных ноготков. Вне зависимости от трендов, кружева всегда будут в теме и довольно часто востребованы. Есть на пластине парочка композиций, которые можно было бы раскрасить, но, на мой взгляд, и так все довольно хорошо и симпатично смотрится. На следующей пластине GR158 рисунки мне напомнили вышивку крестиком. Такие рисунки отлично смотрятся как самостоятельно, так и в качестве дополнения к какому-либо дизайну. В правой части пластины представлены линейные элементы, которые можно также использовать в качестве дополнения. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR158. Следующая пластина GR197 меня привлекла мельницей, колосьями пшеницы и большим таким подсолнухом, который можно раскрасить.
Также на пластине представлено несколько орнаментов, которые довольно интересно смотрятся самостоятельно. Как ни странно, но вот что-то раскрасить, какой-то рисунок с этой пластины мне не захотелось. Для меня это вот пластина на скорую руку, отпечатал рисунок и готово. Так же, как и следующая пластина GR207. Для меня на скорую руку на этой пластине представлен древний китайский символ инь-ян. Тут представлены различные вариации этого символа от классического до креативного. И также представлены как небольшие символы, также и есть большой символ. Безусловно, данная пластина на любителя, особенно китайской мифологии. Ну и вот так выглядят еще несколько отпечатанных рисунков с этой пластины. Следующая пластина GR343. Тут у нас представлены такие манерные девицы в шляпках, в коронах, с зонтиками. Очень интересная центральная композиция. Девушка в шляпе, окруженная цветами. Ну, на мой взгляд, очень интересная и шикарная композиция. На пластине, конечно, есть что раскрасить, но мне хотелось бы заострить ваше внимание именно на представленных девушек. Вот они такие характерные, манерные. Мне очень понравились эти представительницы женского пола. На следующей пластине GR414 также представлены девушки в различных платьях. Но вы знаете, они не такие манерные, ну то есть вот не чувствуется в них какого-то характера, что ли. То есть вот просто стоит девушка, в различных позах они представлены, в различных платьях, ну вот и все на этом. На этой пластине также есть центральная композиция, большая девушка на качелях, но она практически нечитаема при отпечатывании. На следующей пластине 441 представлены предупреждающие знаки. Стоп, 220 вольт, заряд 1%, осторожно. Ну, в общем, все в этом духе. Данные элементы можно использовать как самостоятельно, так и в качестве дополнения к какому-то дизайну. Ну и также из данных элементов можно создать какую-то такую вот композицию. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR441. Все ранее продемонстрированные пластины не вызывали у меня особого желания раскрасить их в технике реверсивный стемпинг, в отличие от пластины GR445. На этой пластине представлена больше летняя тема, бабочки, цветочки, которые прикрывают женские тела. Тут я, если можно сказать, прям оторвалась по полной, так как к каждому рисунку мне хотелось добавить красок. Ну и вот такие вот варианты дизайнов у меня получились с пластиной GR445. Такой ностальджи по лету. Следующая пластина Этно 002. На пластине представлены этнические символы, элементы, знаки. Примечательно то, что на пластине представлено также несколько листочков, которые могут служить в качестве дополнения к этим самым символам. В нижней части пластины представлены 4 готовые композиции на весь ноготок, причем эти композиции рассчитаны на среднюю длину ногтевой пластины. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины Этно 002. Следующая пластина UX007. На этой пластине представлены животные принты в различных формах. Треугольниках, квадратиках, в форме френча. Не могу сказать, что данная пластина меня особо порадовала. К качеству гравировки у меня вопросов нет, тут все отлично. Единственные композиции, которые представлены на этой пластине, ну, уже довольно избитые.
Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины UX007. Следующая пластина Open Air для многих покажется тоже довольно неинтересной. Ну что тут? Кругляшочки, квадратики, звездочки, треугольники, френч. Мы это все уже видели и проходили, но дело в том, что тут все эти элементы представлены в разных размерах. Кстати, форма улыбки для френча тут представлена в 2 видах и в 8 размерах. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины Open Air. И эта пластина для стемпинга, а также следующая пластина Геометрия 001 будут, думаю, у меня всегда под рукой, так как рисовать геометрические фигуры, ну, для меня, например, сложно. В моей коллекции есть пластины с геометрией, и все они мне нравятся. Дело в том, что мне проще отпечатать прямую линию, нежели ее нарисовать. Ну и эта пластина займет достойное место в коллекции. Все пластины с данного обзора были присланы мне на обзор, но, на мое мнение, это абсолютно никак не повлияло. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!